Ребята, на этот раз что-то изменилось, что-то, что нельзя объяснить простыми словами «отпуск» или «обычные посты». Когда Ким Тэхён внезапно появился и поприветствовал мир серии фотографий из токийского Канто Поки-парка, атмосфера в фандоме мгновенно изменилась. И дело было не только в его очаровательной внешности, широкая улыбка, сверкающие глаза, как у ребенка, открывающего свой собственный мир, но и в более глубоком, личном ощущении, словно мы все заглянули в маленький кусочек счастья, который был скрыт все это время. И за каждым, казалось бы, простым кадром, бесконечно звучал вопрос, кто стоит за камерой. Потому что для многих ответ казался слишком очевидным, чтобы его игнорировать. Имя Чон Чонгука, казалось, шепталось сквозь каждую тень света, в каждом уголке композиции фотографии, которая казалась такой интимной. Улыбка Тэхёна, не сценическая, не публичная, а теплая, нежная, искренняя, ощущалась как реакция человека, за которым наблюдает тот, кому он больше всего доверяет. Именно здесь начала формироваться история, не как неоспоримый факт, а как коллективное чувство, от которого трудно было избавиться. Возможно, хотя мир видел на фотографии только одного человека, на самом деле это были две души, разделяющие один момент. Контекст еще больше подпитывал дикие предположения. Хотя некоторые участники BTS, такие как Suga, J-Hope и Jimin, были замечены возвращающимися в Корею, отсутствие Джина, RM, а также Тэхёна и Чонгука создало пустоту, полную вопросов. Журналисты были в замешательстве, пытаясь собрать воедино обрывки неполной информации. Но прежде чем можно было найти ответы, появился Тэхён не с разъяснением, а с яркой улыбкой посреди красочного мира покемонов. Безмолвный ответ, который казался более сильным, чем любое официальное заявление. И в этот момент воображение фанатов разыгралось. Представьте себе, Тэхён неторопливо прогуливается среди милых инсталляций с персонажами, иногда посмеиваясь, его глаза выслеживают каждую деталь, напоминающую ему о детстве. Затем, в нескольких шагах позади него, или, возможно, прямо рядом с ним, Чонгук молча запечатлел каждый момент. Никаких камер папарацци, никаких толп фанатов. Просто два человека, наслаждающиеся жизнью, вдали от обычно шумного внимания публики. И когда Тэхён повернулся к камере, его выражение лица было не просто позой, это была естественная реакция на человека, который заставил его почувствовать себя в безопасности. Но, как всегда, ни один прекрасный момент не свободен от тени сомнения. Когда появилась просочившаяся фотография, якобы доказывающая присутствие Тэхёна в том же месте, атмосфера немедленно перешла к анализу и спорам. Как ни странно, вместо того, чтобы прояснить ситуацию, фотография лишь породила еще больше вопросов. Ее размытость, чрезмерно длинный ракурс и детали, не совпадающие с первоначальным постом Тэхёна, заставили многих нахмуриться. Действительно ли это доказательство, или просто попытка разрушить сложившуюся версию событий? Начали замечаться мелкие несоответствия, отсутствующая пуговица на рубашке, внезапно появившиеся очки, даже несоответствующее положение здания на заднем плане. Для кого-то это может показаться пустяком, но для тех, кто внимательно присматривается, это были подсказки, что что-то не так. И в эпоху, когда технологии могут создавать почти идеальные поддельные реальности, многие начинают сомневаться, это действительно настоящий момент или всего лишь намеренно созданная цифровая иллюзия. Но что интересно, чем больше сомнений возникает, тем сильнее становится убеждение некоторых фанатов, счастье Тэхёна на оригинальной фотографии невозможно подделать. Выражение лица слишком яркое, слишком искреннее, чтобы быть фальшивым. И если за камерой действительно есть кто-то, способный раскрыть эту его сторону, то для многих правдоподобным кажется только одно имя. Всплывает старое воспоминание, 2015 год, когда Тэхён невинно опубликовал фотографию и отметил Чонгука их милым прозвищем, простое взаимодействие, которое теперь кажется началом долгой, развивающейся истории. И вот, спустя годы, мы видим более зрелую, более утонченную версию, но все еще сохраняющую ту же сущность, теплоту, близость и нечто, что никогда не могло быть по-настоящему объяснено логически. Как будто время их по-настоящему не изменило, а лишь углубило то, что было с самого начала. От игривых Тэш и Кокачо до тихих моментов в Поки-парке, которые кажутся такими интимными, несмотря на то, что ими делятся миллионы людей.
Эволюция, которая не сразу бросалась в глаза, но сильно ощущалась теми, кто следил за каждой деталью этого пути. И когда Тэхён наконец добавил последний штрих в своей истории в ТикТок, простой пост с новой фотографией профиля, это ощущалось как мягкое, но значимое завершение. Никакого грандиозного заявления, никакого подтверждения. Просто присутствие, достаточное, чтобы объединить так много сердец, даже на расстоянии 1000 километров. Но история не казалась по-настоящему законченной. На самом деле, после этого поста волна эмоций, которая возникла, стала сильнее, ее было труднее сдержать, и она стала более притягательной, чем когда-либо. Многие начали понимать, что мелкие детали на каждой фотографии несут в себе скрытый смысл, например, как мягко свет падал на лицо Ким Тэхёна, или как ракурс снимка казался таким близким, но при этом сохранял интимную дистанцию, баланс, которого нелегко достичь тому, кто действительно его понимает. С другой стороны, образ Чон Чингука стало труднее игнорировать не из-за каких-либо ощутимых доказательств, а из-за чувств, которые продолжали возникать непроизвольно. В том, как запечатлены эти моменты, есть что-то уникальное, словно каждый щелчок фотоаппарата не просто фиксирует изображение, но и несет в себе тепло, которое могут почувствовать только два человека, понимающие друг друга без слов. Когда публика пытается найти логику, она обнаруживает еще больше загадок, каждый анализ словно открывает новую дверь для дальнейших предположений. Даже простые шаги Тэхёна среди красочных аттракционов кажутся частью более масштабной истории, которая никогда официально не объявляется, но живет в интерпретациях тех, кто внимательно следит за происходящим. Некоторые фанаты даже начали сравнивать выражение лица Тэхёна в разные моменты, пытаясь найти закономерность, скрытую за его улыбками. И, как ни странно, результаты всегда приводят к одному и тому же выводу: существует разительная разница между улыбкой для всего мира и улыбкой для человека, который значит для нас больше, чем просто коллега. Чем глубже всматриваешься, тем больше понимаешь, что счастье не существует в изоляции, кажется, что это подпитывается невидимым присутствием, подобной энергии, которая течет бесшумно, но оставляет ощутимый след. Даже в простоте позы присутствует ощущение тепла, которое трудно описать обычными словами. Затем вновь всплыла дискуссия о времени, о том, как все произошло в момент, который казался слишком правильным, чтобы быть совпадением. Когда некоторые участники находились в разных местах, когда внимание СМИ было разделено, именно тогда этот момент и возник, словно маленький секрет, который могли понять только те, кто достаточно чуток, чтобы его увидеть. Для некоторых это может быть просто совпадение, преувеличенное воображением, но для других это были фрагменты давней истории, которые теперь предстали в более утонченной, более зрелой и гораздо более неоспоримой форме. Интересно, что чем больше пытались разрушить этот нарратив логикой, тем сильнее росло убеждение с другой стороны. Потому что не все можно объяснить визуальными доказательствами, некоторые чувства можно понять только через интуицию, через собственное восприятие мира. Со временем эта история стала чем-то большим, чем просто момент в парке развлечений, она превратилась в символ чего-то большего, близости, комфорта и связи, которую не всегда нужно объяснять внешнему миру. И с наступлением ночи, когда начинают мерцать огни Токио и толпы постепенно рассеиваются, легко представить, что день на этом не закончился. Что после того, как были сделаны все фотографии, после того, как были обменены все улыбки, история продолжалась за пределами досягаемости камер. Возможно, это был простой разговор, возможно, смешок, неуслышанный публикой, или, возможно, молчание, которое говорило громче 1000 слов. Что бы это ни было, этого было достаточно, чтобы этот день казался идеальным для тех, кто его пережил. И в этом заключается его истинная красота, не в том, что видно, а в том, что чувствуется. Не в очевидных доказательствах, а в эмоциях, которые невозможно подделать. Опыт, которым могут поделиться только те, кто его пережил. И, возможно, когда-нибудь все эти кусочки сложатся в более ясную картину. А может, и никогда. Но одно можно сказать наверняка: тот небольшой момент в Поки-парке оставил неизгладимый след, воспоминание, которое будет жить в памяти тех, кто его пережил.